Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. И мы сегодня с товарищем генералом пойдем доставать огромную вот эту вот клепанную пластину. Может, ее разрезать надо будет, еще непонятно. Сейчас будем подбираться к ней, смотреть, что это вообще такое. А вдруг ее резать-то и нельзя? Да, товарищ генерал, вдруг это запчасть какая-нибудь? Ну да. Хотя она кривая, сломана, так закрученная. Приветствуем вас, товарищ генерал, кстати. Здорово, здорово. Вон Игорян едет. Ребят, ну Игорян. вот мы дошли до места. Смотрите. Да, тут вес, конечно, ого-го. И она вон пропеллером идет. Вон клепки на ней видны. Что самое интересное, никакой инфраструктуры ныне существующей рядом нет. То есть к чему данная находка относится, к чему привязана была, даже трудно сказать. Сейчас мы ее попробуем вытащить. И уже посмотрим, что она из себя, чуть-чуть обчистим и посмотрим, что она из себя представляет. Может, швы будут блестящие, как на немецкой военной технике. Но пока даже трудно сказать. Это что-то очень большое. Причем она вот тут рваная. Да, серьезно. Видите, тут вот как шов идет. Походу приваривалась. И вот клепки ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если только от моста что-нибудь было. От техники вряд ли. Ну, толщина у нее, я не знаю, сколько тут. Ну, 30-ка где-то. 30 миллиметров. Где-то 30 миллиметров. Полуже проехать, промыть. Ой, ребят, сейчас такая процедура была тяжелая. Короче, кое-как отволокли мы, где руками, где транспортом, где подручными средствами. Отволокли, короче, железяку на буферный склад у нас тут. Вот, в безопасное место, чтобы никто ее не уволок. И пилить пока не будем, пусть пока лежит в таком виде, в каком есть. А там посмотрим, на металлолом или не на металлолом. Пойдем сейчас покопаем фундамент, посидим. Видите, в кустах тут вот дом стоял, за ними всякие от ящика вон фурнитура, замки, петли. Железо всяческое продолжается. Вот что-то. Опа. Что такое? Розетка, что ли, была? Там вон даже что-то написано. Буквы, судя по всему, немецкие. Пора мешочек под металлолом готовить. Такой вот болт с ручкой. И он, видите, стекляшки попадаются. Битая, к сожалению, пока все. О, посуда, видите, вся битая. Вот и вот это вот вторую часть откопал. Смотрите, клеймо какое было. Ремешок кожаный он попался. Ребят, тут вот рядом две кожины попалось. Смотрите.
Вот такая и вот такая. Ну вот тут вот похоже на чехол для лопаты. А вот это я не знаю. Да, по-моему, это тоже от нее вторая часть. И вот такая вот а-ля кочерга еще попалась. И битое стекло. Пробирка какая-то. Еще с белым содержимым. Копаю, ребят, вот такой кусочек попался. Думаю, блин, от карбидного фонаря, что ли. И тут, смотрите, смотрю, показалось. Вот ремешок еще. Наверное, от него тоже. И вот он, сломанный, к сожалению. Но запчасти есть. Вот так выглядит. Антураж чистой воды, как вы говорите. О. Отражающая поверхность. Красавец. Что-то вроде цветное показалось, ребят. Опа. Что за плюшка? Давайте почистим, посмотрим. Не пойму, что. Чистил. Сначала думал, ребят, знак Мерседеса. Не тут-то было. Генерал говорит, на дымоход, наверное, ставили, и она... Я говорю, вряд ли. Тут она латунная с этой стороны. Смотрите. Цепь. Ну такая вот. Она бронзовая или латунная. И вот эта круглая фигня. И смотрите, чехол от нее шел. Я думаю. И вот тут вот видите, как цеплялась вот эта цепь, скорее всего. А на жопу на фонарик не подходит, там круглая такая же на жопу. Внизу. У Игоряна вот рядом, смотрите, ребят. Двигатель. То ли борт, то ли какой-то капот, может, от машины. Видите, с петлями. И вон ручка. Ну-ка, переверните ее, генералыч. Ну да, что-то такое. Шикарнейшая. Пожарный топор. Зачет. Зачет. Я тут по соседству вон горшковина, блин, полезла. Может, с фенингами, блин, набили хотя бы. С марками должен. 50 фенинговики и 20 фенинговики. Все серебряные. Десятка золотая. Вот здесь чувствовалась марка, вот здесь. Вот. Гуляет или нет? Да, палец был это золотой. След остался. Опа. Ёпта, я в садике в таких ходил. Взаимно то же Ну, самое. пивная кружечка такая. Я знаю кому. Леха просил, говорит, на забор повесить такие. Да. Ну а что, антураж. Коллагеновый горшок. Нормальный. Нету там этих на дне чекух. Эх, орла стерли. Следующая находка, ребят, надеюсь, целая. Первый раз такую большую вижу с надписью. Ага. А надпись 1 литр звучит. Слушай, мне так показалось, что на ней что-то...
Это вот тоже такой винная какая-то шнапсовая бутылка. Тоже без надписи, к сожалению. О, карабин какой. Смотрите, ребят, что творится. Вот и град пошел. Вот чудеса. Жесть. Жесть, ребята. Ура! Снег пошел! Снова цветная цепочка. А вдруг она с чем-нибудь? Тут вперемешку. Сильно вытащи целиком. Там она с этим самым. Не, она вот тут вперемешку. Полицейский. Она вперемешку. А, такая же, да? Нет, по-моему, другая. Отсоедините ее пока, пожалуйста. Ребят, будем заканчивать, потому что время уже пора ехать. Ну что, цветняки вон накопал. Вот это вот какая, блин, что мы там тупим? Все известно, от чего это такое. Это маятник от часов, друзья. Тем более вон Игорян циферблат поднял. Тем более циферблат был поднят. Так что все закономерно. Надо собрать железо теперь. И... Цепочка, наверное, это. Все, ребят, мы отправляемся домой с товарищем генералом. Накопались, накайфовались. И металла накопали. И что-то какой-то хламец был, что в принципе тоже порадовало. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить палец вверх. Обязательно пишите ваши комментарии. С наступившим вас новым 2025 годом. Все, всем пока. Пока-пока.